Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Совсем недавно я готовил меренговый рулет и меня спрашивали, а куда можно использовать оставшиеся желтки. И я отобрал великолепный рецепт на желтках. Встречайте французский торт суфле без выпекания теста, который покоряет с первого кусочка, а именно сливочный тарт. Сливочный тарт настолько вкусный, насколько и простой в приготовлении. Можно много говорить о его вкусе, но лучше сделать его со мной на канале Сладкий Мастер, ведь все нюансы десерта я предусмотрел специально для вас. Дополнительные свойства и расчеты по продуктам, а также переводы веса смотрите в рекомендациях и особенностях данного рецепта под этой публикацией. В песочную крошку добавляю корицу и ванилин. Недолго перемешиваю сухие ингредиенты. Добавляю растопленное сливочное масло. Перемешиваю песочную основу, чтобы масса полностью вмешалась в крошку. Готовая песочная основа при зажатии в кулаке держит форму и рассыпается при нажатии. В разъемную форму всыпаю всю песочную крошку. Диаметр указан в рекомендациях. Распределяю крошку по всей площади формы. Утрамбовываю песочную крошку, прижимая ее пальцами к дну и бортам формы. Формирую песочную основу с бортиком высотой 4 см. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Осторожно подравниваю песочный ободок ножом. Окончательно распределяю и утрамбовываю обрезанную песочную крошку по песочной основе. Убираю форму с песочной основы в морозильную камеру минимум на 1 час. В сливки добавляю сахарную пудру и желтки. Пробиваю сливочную основу погруженным блендером в течение минуты. Убираю сливочную основу в холодильник минимум на 30 минут. Вливаю холодную сливочную массу в замороженную песочную основу. Убираю форму в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Затем убавляю температуру до 150 градусов и выпекаю еще 30 минут. После выпекания оставляю тарт еще на 5 минут в выключенной духовке и только потом вытаскиваю форму. Правильно выпеченный тарт слегка двигается в середине, если его потрясывать. Оставляю тарт до остывания на столе, затем убираю его в морозильную камеру, чтобы он полностью застыл минимум на 2 часа. После морозильника тарт легко извлечь из формы. Сливочный тарт дополнительно украсил свежими ягодами ежемалины, клубники и смородины. Свежие ягоды очень гармонично сочетаются с нежным сливочным суфле и придают дополнительный аромат этому десерту. Французский сливочный торт — это нежная текстура, изысканный вкус и яркое оформление, вызывающее аппетит. Рекомендую подавать десерт к горячему чаю или кофе. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.